Привет! Возможно, ты, как и я, насмотревшись разных видосов с вертолетных камер полиции США или современных беспилотных аппаратов, тоже подумал, что для страйкбола и разведки ничего идеальнее квадрокоптера не существует. И вот ты уже сидишь на дошираке и воде, и уже готов отдать почку за летающую приблуду с камерой, но не торопись, не так тут все очевидно. На недавней игре у меня появился идеальный пример использования квадрокоптера для разведки. Предлагаю вместе его посмотреть и обсудить, так ли это эффективно на самом деле. Это первый раз, когда игрок не просто взял с собой квадрик, чтобы поснимать построение и всякие кадры со стороны, но действительно попробовал найти с помощью него противника. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Моя команда заняла эту деревню. У нас много пиротехники и развернут миномет. Семен, давай сюда! Подожди. Кирич, иди с Артуром! Кирик, вон Артур, иди к Артуру лучше. Нет, там вон свои стоят на краю. Подними. Нет, слишком высокая наводка будет. Давай. Наша численность около 10-12 человек. Несколько человек закрывают периметр от поля, остальные находятся глубже и охраняют миномет. Миномет на этой игре мы использовали исключительно для защиты. Когда мы видели, что в нашу сторону направляется противник, в его сторону мы давали несколько залпов, тем самым не давая ему пройти дальше. Это отлично работало на протяжении всей игры. Вот стоит наш дозорный. Быстро ли ты его заметил? Думаю, что нет, а ведь он стоит на открытом месте и даже не прячется. Высота этой травы 1,5 метра, иногда доходила и до уровня глаз. Через нее противник запросто мог подползти вплотную к нашим позициям практически незамеченным. После одной из таких атак мы и решили попробовать найти кого-нибудь в этой траве. Я прошу пилота полетать над травой и проверить, не лежит ли там кто-нибудь. И тут возникает первый нюанс. Поскольку это обычная камера, а не инфракрасная, то большого контраста травы с человеком вы никогда не получите. Заметить кого-то в такой траве очень сложно, а если еще и камуфляж подходящий, это может стать большой проблемой. Хорошо видно протоптанные дорожки, но будь там человек, его запросто можно пролететь и не заметить, если он будет лежать неподвижно. Следующая проблема – дистанция наблюдения. Как вы можете видеть, на той дистанции, что мы находимся, силуэт человека довольно маленький. Попробуйте открыть это видео на телефоне и что-то там разглядеть. Именно так вы будете видеть картинку при запуске. Если, конечно, у вас с собой нет отдельного человека, который будет носить для вас компьютер. Опускаясь ниже, вы рискуете попасть в дерево, а также снижается площадь наблюдения. Более того, противник отлично услышит приближение квадрика. Дальше – кусты и деревья. Если в случае с открытой травой шанс на обнаружение еще весьма высокий, то в кустах и деревьях разглядеть что-либо практически нереально. Учитывая камуфляж и маскировку, это вообще непосильная задача. Более того, из леса запустить квадрокоптер очень сложно, ведь в случае потери сигнала он начнет возврат на точку старта. Взлететь в ручном режиме из веток еще можно, но шанс того, что он вернется целым в ту же точку, очень низок. В нашем случае условия идеальные, мы находимся в поле, без проводов, деревьев над головой. Наша задача – изучить открытое пространство, но будь это лес, пользы от квадрика не было бы вообще. Отдельно нужно сказать, что это не дрон-игрушка, это DJI Mavic, и стоимость на эти дроны далеко не 200-300 долларов. Это флагман на рынке, и даже при этом детализации не всегда хватает в условиях поля. Рассматривать дроны начального уровня даже нет смысла, их качество съемки вообще не позволит вам что-то разглядеть. И, конечно же, надо учитывать время полета. На одном аккумуляторе дрон прилетает 20-25 минут, чего явно не хватит на долгую игру и постоянные съемки. А это значит, что придется таскать тяжелую сумку, в котором будут дополнительные аккумуляторы и сам квадрокоптер. Для посадки и запуска квадрокоптера тоже нужно отводить отдельное время. Конкретно в нашем случае
возникли какие-то технические неполадки, и пульт квадрокоптера не хотел синхронизироваться с телефоном. В итоге мы потратили минут 10 для того, чтобы подняться в воздух. Получается, что пока вы подниметесь, полетаете и вернетесь, на поле может произойти все, что угодно, и противник, который был от вас довольно далеко, может оказаться за ближайшим кустом, пока вы будете летать. А поскольку дрон вы кинуть не сможете и убежать в кусты у вас уже не получится, скорее всего, вам придется признать себя убитым для того, чтобы вернуть свою игрушку обратно. Вот хороший пример. Мы наконец-то обнаружили противника. Он идет по дороге и моментально поднимает голову, как только слышит звук от квадрокоптера. Его камуфляж слишком темный, и он выглядит как черное пятно на фоне светлой дороги. Но как только он с нее уходит в деревья, он сразу же исчезает с наших радаров. Примерно с этого же направления нас всю игру пытались штурмовать, и наш пилот принимает решение полетать над домами и проверить, не прячется ли кто-то за ними. В таких условиях квадрокоптер отрабатывает на 100 баллов. Видно все, и если бы кто-то решил спрятаться, обнаружить его было бы очень просто. Итак, вывод, который я для себя сделал. Дрон в страйкболе – это больше про игру и разнообразие этой игры, чем про пользу и преимущества. Безусловно, с его помощью можно произвести разведку, но только в определенных условиях и на определенных полигонах. Запускать его было крайне увлекательно и интересно, возможно от того, что он был не мой, и я не волновался за его возврат. Дешевые модели вряд ли вообще получится использовать. Нужна возможность зависать над точкой, хорошее качество камеры с возможностью ей управлять. Квадрик будет полезен на открытых полигонах, но такие в нашем регионе можно посчитать по пальцам. Это эффектное дополнение игры, но не очень эффективное. Это не ультимативное преимущество, такое как тепловизор или ПНВ, и ожидать вау-эффекта, думаю, не стоит. На этом у меня все. Если вы со мной не согласны, поделитесь мнением в комментариях, а комментарии с дополнениями или чьим-то опытом я закреплю. Возможно, это кому-то поможет в будущем. До связи, пока. I will coordinate it with one button control. Okay, thank you very much. Climbing initially level 9,500 meters. Siberia 759.